Универсальной схемы нет, но 4 основными сетапами залива в Facebook я поделюсь. Меня зовут Илья, и в этом видео мы говорим об основных видах и способах залива ФБ. Эта тема очень актуальна среди тех, кто до сих пор не определился с оптимальной методикой залива, и для тех, кто хочет подчеркнуть или потестить что-то новое. С подробным описанием сетапов нам помог автор телеграм-канала с очень простым и прямолинейным названием Владимир Арбитраж. Я не знаю, как поддержать его, кроме как еще раз сказать огромное спасибо, поэтому в описании к этому ролику я оставлю ссылку. Можете подписаться на него, думаю, ему будет приятно. Ну а теперь к делу. Как я упоминал в начале, универсальной схемы не существует. При тех же равных переменных результат ваших заливов и банов может в корне отличаться от заливов и банов другого байера, даже если вы повторяете схему точь-в-точь. А уж про то, что у всех разные прокси, карты, антики, автозаливы, способы заливов, методы линковок и так далее, я вообще молчу. Переменных много, и здесь хочется отметить простую вещь. Золотая середина залива – это когда у вас все один к одному. Все расходники под одно гео, не больше одной ссылки, карты и креатива на один рекламный кабинет. Но повторюсь, это лишь утрированная картина мира, которая явным образом намекает на то, что если вы будете брать украинские прокси, юзать аккаунты США, геокабинета ставить Грецию, а заливать при этом на Польшу, то ничего хорошего из этого не выйдет. В общем, что-то я затянул с предисловием, давайте переходить к самим сетапам. Это самый распространенный сетап залива King плюс авторек или лог. Для удобства я бы разделил этот сетап на два подвида со своими нюансами в плане цены аков и запуска с той или иной стороны. Первый подвид – это когда мы берем хороший King или даже фарм, который никоим образом не уйдет на чек, а если и уйдет, то чтобы его можно было легко восстановить. В общем, нужен довольно крепкий аккаунт от 300 до 2000 рублей примерно и дешевые автики от 10 до 100 рублей. Суть данного залива – это передать лички автиков и низколимитных логов на King, вязку карт и запуск осуществлять с King. Помимо этого, автор рекомендует передавать лички автиков или логов сразу на два King. Так вы полностью диверсифицируете риски, и при отлете на чек одного King вы сможете продолжить контроль рекламы со второго. Такие моменты, как сколько передавать личек, сколько вязать на одну карту рекламных кабинетов, на какое количество кабинетов вязать одну ФП, все это нужно тестировать самому. От разных людей разный фидбэк. И нужно помнить, что Facebook у всех разный. Просто начните потихоньку разгоняться. Например, прокатило привязать одну карту с Кинга на 2-3 рекламных кабинета без рисков на форму. Отлично, значит можно пробовать больше кабинетов на одну карту. Если залилось на одну фан-пейдж 2-3 кабинета без отлета, окей, значит можно пробовать заливать больше кабинетов на одну фан-пейдж и так далее по аналогии. Второй же подвид – это такой же хороший King плюс высоколимитные аккаунты. Также передаем на Кинги, но вязку и запуск осуществляем со стороны высоколимитных аккаунтов. На Кингах имеем те же ФП для возможности редактирования рекламы со стороны Кингов. Это достаточно интересный сетап, рациональность использования которого прямо пропорционально зависит от того, насколько ФБ сильно банит БМы. Однако многих людей это не останавливает, и они также видят в этом потенциал. Что касаемо технической части реализации сетапа, то здесь нет ничего сложного. Находясь в БМе, во вкладке «Рекламные аккаунты» нужно запросить доступ к рекламному кабинету автика или лога. Показываю на скринах. В БМе со стороны админа БМа отправляем запрос. Далее раздаем права, в настройках рекламных аккаунтов со стороны автика лога принимаем приглашение. Кстати, если вы работаете с автозаливом, все эти манипуляции делаются одной кнопкой. Если вы раскидываете лички автиков, логов только лишь в один БМ, то не забывайте добавлять плюс-минус трастовых админов в этот БМ, для того, чтобы не потерять возможность контроля и редактирования рекламы. Если же вы не уверены в трастовости БМа, можете раскинуть лички автиков или логов сразу в два БМа, для того, чтобы в случае бана одного из них у вас всегда оставалась возможность контроля и редактирования рекламы на этих личках другого БМа. Помимо всего этого, не забываем, что в данном сетапе грех не воспользоваться API Conversion, где вам нужно подтвердить домен и настроить агрегированное событие на ваш пиксель. Лишним это не будет, может благоприятно сказаться на оптимизации рекламной кампании.
Также вы можете модернизировать вышеописанную схему и передавать либо пиксель, либо специально настроенную конверсию с BM King. С данного BM реклама не проливается, на нем лишь хранится FP. Подтверждаются домены и создаются специально настроенные конверсии. Все это передается по уже изученной схеме на несколько BM-ов. Два данных сетапа имеют самое большое распространение и улучшаются либо изменяются в зависимости от цены и уникальности ваших расходников. Конкретные прокси, аккаунты, карты советовать нет смысла. По практическим наблюдениям люди успешно работают и с серверными шестерками, и с резидентскими, и с мобильными прокси. Используют от зашкваренных до менее известных платежек, кто-то юзает атаки за 10 рублей, а кто-то искренне верит, что лучше вообще не использовать линковки и работает над качеством каждого аккаунта до появления интереса. Универсальная середина заливов будет выявлена вами только после ваших личных тестов. В таких видео, как это, мы лишь даем пищу для размышлений, чтобы вы могли начать тестировать. Далее идут более такие очевидные варианты залива. Тут можно добавить, что способ является наиболее простым и менее энергозатратным. Трастовость данного метода также зависит от метода создания BM, давности его создания и, как обычного, содержимого рекламы. Минус же данного способа состоит в том, что при бане BM кабинет BM отключается автоматически, даже если он будет передан другому BM через партнерство. В остальном, это один из наиболее простых и более чем актуальных сетапов для тех, кто не желает использовать линковки. И при использовании BM у вас также остается возможность подтверждать домен и настраивать агрегированные события. Это такой хороший способ, который поможет изучить все круги ада банов ФБ. Здесь обязательно нужно покупать аккаунты покрепче, но не стоит бросаться в крайности и брать аккаунт сразу дороже 600 рублей. Любой ак, запустивший рекламу спустя какое-то время, уходит на подтверждение личности. С данным фактом ничего не поделать. Остается только принять это и проходить. То есть, если у вас аккаунт стоит 20 рублей или 1500 рублей, рано или поздно он все равно уйдет на подтверждение личности. Исходя из сказанного, не стоит верить селлерам аков, которые обещают вам золотые аккаунты, как будто компьютер, на котором этот ак фармился, находился рядом с какими-то святыми мощами. Кабинет, не запускавший ранее рекламу, не имеет абсолютно никакого траста, будь то соц за 20 рублей или будь то соц за 20 тысяч рублей. Но при этом реклама на аккаунте за 20 тысяч рублей может запуститься успешнее, потому что здесь во внимание приходит второй фактор. А именно это возраст запускающего соца, который легко компенсирует недостаток того факта, что на данном кабинете ранее не крутилась реклама. Тем самым теперь мы поняли, что есть две субстанции, которые влияют на положительный исход запуска и продолжительность открута рекламы. Запускающий соц и сам рекламный кабинет. Именно поэтому в способе номер один мы используем крепкие такие кинги и слабые автики, балансируя при этом между трастовостью сетапа и его дороговизной. Именно поэтому высоким спросом на рынке пользуются тренды со спендом. Это логи, на которых уже ранее откручивалась реклама. Покупаете его, залетаете в биллинг, оплачиваете долг и создаете новую компанию. А для диверсификации рисков в случае разлога ака часто используется способ номер 2. Что касаемо использования автозалива. Здесь можно дать только один совет – попробовать лично. Если в процессе отлива или подготовки аккаунтов у вас возникает мысль, что было бы рационально ускорить данный процесс, если вы хотите подтягивать доходы из автозалива в Кейтара, если вы хотите скрывать негативные комментарии на автомате, а также экономить кучу времени на передаче кабинета другим соцам и БМам, то вам определенно стоит задуматься над покупкой автозалива. Заставлять покупать я вас не буду, но промокодом для автозалива Dolphin поделюсь. ProTraffic даст скидку 20% на первую оплату, а также 3 дня бесплатного пользования. Собственно, тестируйте. Немного о минусах автозалива. Их можно прочувствовать во время использования. Все-таки ФБ через API запросы ведет себя немного по-другому. Где-то выйдет чек на этапе передачи РК другому соцу, в то время как в Антике такого бы скорее всего не случилось. Также в FB Tool, например, нельзя передать ФП нового типа, но это не значит, что не стоит приобрести данный опыт. Итак, мы разобрали основные сетапы заливов ФБ. Любая упомянутая схема с легкостью может подвергаться модернизации под ваши расходники и под ваш формат работы. Пишите в комментариях, было ли данное видео вам полезно, и не забудьте поставить лайк. Желаю вам успешных заливов. Еще раз огромное спасибо Владимиру за такую ценную инфу. Можете поддержать его подпиской на его ТГ-канал. Увидимся в следующих видео. Пока!